Доброе утро. Сейчас где-то 7 утра с копеечкой. Мы переночевали на нашем катере круизном. На мой взгляд, важный момент, потому что на обычном катере чаще всего не бывает столь удобной кровати. А здесь прям даже выходить не хочется. Вот рядышком мои спутницы жизни дрыхнут вовсю. Поэтому говорю шепотом. Сейчас пойду посмотрю, какая там на улице погода. Ну, как бы я уверен, что тепло. Вот, но собирается ли там дождь, потому что ночью пару капель капнуло. Вот, мне пришлось встать и опустить тент. Вот. Ну так чисто на молнию застегнул. Вот, чаще всего достаточно. Пойду гляну. Встречать восход на корабле, на мой взгляд, это просто великолепное событие. Утром просыпаешься, солнышко тебя радует. Сегодня, правда, пасмурно. Ну и что? Все равно тепло. Вокруг великолепные виды. Даже облака сегодня какие-то особенные. Очень низко идут над водой. Есть разные, наполненные. Где-то прольются дождем. Но, наверное, уже не здесь. Красота. Вон там он, видимо, дождь идет, ну, вот, потому что прямо от облаков такие полосы до горизонта. Вот, видимо, дождь нас обошел стороной. Повезло. Естественно, утро необходимо начать с погружения в личный бассейн. Сейчас проверю, достаточно ли прогрета вода в нем. Класс. А вчера в этом месте было сильное течение. Если ныряешь, то тебя довольно-таки быстро носило от катера. Вот, а теперь отлично. Можно барахтаться в свое удовольствие, особо не грести. Ребят, ну в Таиланде обратил внимание, что вне зависимости от того, как дожди, не дожди и так далее, все равно всегда очень приятное море. Все равно здесь или теплое, но оно бывает, может показаться слегка иногда прохладненьким. Вот. Но это больше такое, как может быть, утреннее ощущение. Вот. А так в целом всегда очень тепло. Обалденно. Всегда думаю о том, что день лучше начинать на рассвете. Вот. Просыпаешься, солнышко встает, вот. Правильно настраиваешься, все тебя радует. Вот. Но на корабле есть такая интересная штука, что, видимо, из-за того, что тебя постоянно так вот плавненько подкачивает, ну, вот, даже если рано утром просыпаешься и думаешь, что вот сейчас еще минут 20 поспишь, вот, потом все равно в часов 8-9 только встаешь. Вот, и сон бывает довольно-таки тяжело отходит, вот, но такие утренние купания, они моментально подряд, вот, без всяких медленных погружений, прям прыгаю сразу в воду. Вот, там пару минут побарахтаешься, и все отлично. Вот, уже появляется активность, хочется что-то делать. Ну, значит, и надо чем-то заняться. Вот. Ну, наверное, буду наводить порядок. Вот. Сегодня нам уже идти в порт. Вот. Надо оставить, так сказать, после себя все по своим местам, вот, чтобы в следующий раз не мешало. Заодно покажу вам, как мы встаем на якорь, вот, даже ночью. То есть, видите, у нас вот эта вот функция бокового сканирования, да, на эхолоте. И мы видим поверхность дна. То есть, если бы здесь были камни, да, то есть мы видели эти камни, тени этих камней и так далее. Вот. Но здесь ровная поверхность, поэтому как бы есть гарантия того, что когда мы скинем сюда якорь, да, то есть он не найдет какие-то камни, где сможет замкнуться, да, то есть, а в песочек хорошо зароется. Вот, поэтому, ребят, очень рекомендую, да, кто постоянно
как и мы, перемещается от точки в точку. Вот, использовать структуру сканер, да, вот это боковое сканирование, вот, для того, чтобы якоря постоянно не менять. Вот, потому что вещь, конечно, не самая дорогая, как бы в катере в любом случае, вот, но без него никак. Вот, то есть якорь оторвал, ну, у нас есть запасной, но если оторвал второй, то уже точно надо идти обратно в порт. Потому что без якоря, ну, куда деваться? Только швартоваться куда-то. Вот, такая удобная штука. Раз завели тему про постановку на якорь, думаю, стоит рассказать более подробно для тех, кто, скажем так, только начинает свои морские путешествия. Вот, потому что мне первые разы это все давалось довольно-таки непросто. Вот. Ну и для того, чтобы как бы потом не возникало каких-либо проблем после сброса якоря, да, то есть нужно иметь некоторую изначальную подготовку. Сейчас про нее я вам и расскажу. Вот так вот выглядит у нас якорный ящик. Тут у нас удочка, да, металлическая, хорошая, нержавейка, надежная. Она фиксирует конец якоря. Вот. И здесь у нас такой довольно-таки глубокий рундук. Вот. Он позволяет туда метров 30-40 веревки без проблем уместить. Ну, не веревки, там, концом называют, там, и так далее. Фалом, там. Ну, и, возможно, есть еще какие-то названия, куча. Вот. То есть, получается, если мы якоримся на глубине метров 10, да, то у нас должно быть где-то 2,5-3 длины, да, от планируемой глубины. Да, и, соответственно, если у вас конец якорный запасом, да, то веревочка так по диагонали встает, и вы без проблем якоритесь. Вот. На конце всегда необходимо к веревке привязывать такую очень тяжелую, скажем так, цепь, да, то есть она должна быть, ну, 1-2 метра, не меньше, да, то есть лучше побольше, там 3-4 метра делают. Вот, то есть цепь, она, в отличие от веревки, да, веревка же парусит в воде и идет вертикально, а цепь ложится, получается, на дно горизонтально, да, и тем самым правильно укладывает якорь, потому что якорю необходимо же зацепиться правильно. Если он будет вот так вот вертикально вверх, то он просто будет скользить. Вот. А с наличием цепи якорь будет хорошо зарываться в грунт. При движении на воде, да, всегда рекомендуется либо убирать якорь, получается, в рундук, либо, вот как в нашем случае, есть вот такой специальный фиксирующий карабин. То есть мы якорь поднимаем, вот здесь вот его фиксируем, да. И даже если мы по дороге транспортируем катер, ну, то нет риска, что катер, из катера, точнее, у нас якорь выпадет. На мой взгляд, довольно-таки важный момент – это выбор именно самого места, где вы планируете остановиться. Тут, конечно, необходимо в первую очередь учитывать ваши пожелания. Да? То есть, к примеру, я выбираю места такие, где есть какой-то пляжик, да, какие-то горы, скалы, деревья. Ну, то есть, одним словом, мне хочется, чтобы был красивый вид, и потенциально можно было там в камнях рыб половить, и если скучно, как говорится, на корабле станет, можно было бы доплыть до песчаного пляжа, там прогуляться, посмотреть, что за лес, ну и, соответственно, поразведывать прочие штуки. После того, как вы выбрали место, да, визуально, поэтому лучше, естественно, это делать днем, необходимо определиться с подветренностью стороны, да, то есть правильно ли вы стали. Но лучше, конечно, это все-таки заранее, да, посмотреть. То есть есть вот такое приложение Винди, это не реклама, ребят, просто вам показываю, да, чтобы вы могли скачать и пользоваться, она бесплатная. Вот, и довольно-таки точно это приложение показывает направление ветра. Вот сейчас я попытаюсь вам продемонстрировать, да. Вот так вот это все дело выглядит. То есть, видите, в приложении показывается, в каком направлении дует ветер. Вот. И можно перемещать вот так вот ползуночек, да, и он позволяет увидеть будущее, скажем так, да, то есть какой ветер будет, например, утром и ночью. Да, и по этим параметрам, по этому направлению ветра, вы выбираете, с какой стороны, допустим, острова встать. То есть задача встать, естественно, с подветренной стороны, для того, чтобы вас остров укрывал от этого ветра. Вот, и вы сможете спокойно переночевать. То есть, понятное дело, что все-таки, если остров не очень большой, ветер его огибает, да, и какие-то остаточные волнения до вас в любом случае дойдут, вот, но это не будет шквальный ураган, в который, в принципе, ночью вполне себе можно попасть. Да, после того, как вы определили зону, да, задача определить, на какой вы сейчас находитесь в глубине. То есть, например, вы подошли поближе к пляжу, да,
ну, вы хотите потом на следующий день там покупаться и так далее и тому подобное. Вот. И определили, да, что, допустим, в этот момент там глубина 3-4 метра. То есть у вас, допустим, катер имеет небольшое заглубление, вот, поэтому думаете, что все в порядке. Но это не так. То есть если вы пришли в максимальный прилив, да, с такой глубиной, то, к сожалению, в отлив может уйти 1-2 метра, иногда даже больше, ну, в редких случаях, да, то есть чаще всего около 2 метров уходит. Вот. Ну, 2,20, 2,50, как бы это тоже, как говорится, довольно-таки частое явление. Вот. Ну, допустим, в том же Андаманском море, то есть средняя разница между приливом и отливом составляет где-то примерно 2,20. Вот. Поэтому, если вы на 3-метровую глубину встали, да, то останется всего 80 сантиметров, а то и меньше. Ну, в общем, в результате у вас катер оказывается на меляке. Вот. Можно повредить корпус, не дай бог, там будут камни и прочее там подобное. Вот. Поэтому обязательно необходимо, помимо направления ветра, да, иметь еще вот такое приложение, которое вам позволяет определить, да, приливы и отливы. Да, то есть по этому приложению можно, подойдя к месту, да, посмотреть сейчас вот этот вот горизонт глубины, то есть он соответствует отливу или приливу, да, то есть и вы сможете спланировать. То есть, например, вы стоите на глубине 6 метров, да, то есть 2 с копейками уйдет, 3 метра останется, но это, наверное, вот та самая номинальная глубина, вот, на которой еще как-то можно стоять, но только если там песок. Вот, ребят, если на дне камни, то я вам рекомендую все-таки вставать где поглубже, но и в любом случае в камнях якориться не стоит. Вот, поэтому всегда подходите к пляжику, да, или уходите на такую дистанцию от берега, чтобы уже начинался песок. Вот. Ну, а я вам уже, собственно, показывал, да, как определять песок. Вот. Визуально это бывает сложно сделать, да, а по эхолоту с помощью бокового сканирования через вот этот структур-сканер вообще без проблем. Но если у вас такого эхолота нет, да, это все-таки уже такая профессиональная техника, вот, то определяйте визуально. То есть визуально это что? Это пляж. То есть ищите пляж и вставайте напротив пляжа. Вот, и все с якорем будет в порядке. Ну, в большинстве случаев, по крайней мере. На море может быть что угодно. Там и, грубо говоря, в 200 метрах может оказаться какие-то там подводные камни, и можно или кораллы, рифы туда засадить, вообще якорь без проблем. Но, ребята, это еще не все. Вот. Очень важно при постановке определить, в какую сторону дует ветер и в какую сторону подводное течение. Подводные течения часто меняются, ветер тоже меняется, но первично это необходимо определить для того, чтобы правильно встать с точки зрения дистанции, да, до берега. Но особенно если вы хотите там доплывать до пляжа. Вот. Почему? Потому что часто бывает, что методом, скажем так, да, анализа пальцем, вот, мы определяем направление ветра, да, знаем, что нас сейчас по веревочке, по якорю вытянет, да, в этом направлении, вот, встаем, а катер почему-то уходит совершенно в другую сторону. Вот, это связано с тем, что часто подводное течение гораздо сильнее, чем ветер. Вот, поэтому очень важно просто обратить внимание, да, когда вы подходите к какому-то месту, в какую сторону действительно начинает сносить ваш катер. То есть не надо ничего в воду кидать там и так далее, засорять водоем. Просто подойдите, выключите, ну или встаньте на нейтралочку, да, и посмотрите, в какую сторону, ну, после полной остановки, да, начнет уходить катер. Вот. Ну, это самый, как говорится, верный показатель. Да, и ориентируясь на вот эти как бы движения, да, уже в противоположную сторону забрасываете якорь, вот, и тогда вы уже, рассчитав, что у вас там такой-то длинная веревка, да, на такую длину снесет, там, плюс еще там пару метров протащит там якорь, да, то есть вы более-менее можете попасть в точку. Но учитывая тот факт, что все-таки ветер может поменяться, а течение может прекратиться, надо учесть, чтобы ни в коем случае ночью, да, катер не развернуло в сторону берега, да, и вы там не задели никакие камни. То есть, условно говоря, удаление от этих камней должно быть раза 1,5-2 больше, да, чем длина веревки вашего якоря. Ребят, ну что, вам понравился наш морской круиз? Очень. Илоночка, тебе понравился морской круиз? Ну, смотрите, мы вот 2,5 дня провели в море. Как вот вам такой срок? Хотели бы еще? Да, я бы и неделю хотела. Неделю на катере? Это интересно. А тебе, Ланочка, как? Ты неделю хотела бы пожить на катере? Хоть 200. Хоть 200 недель? Вот это срок.
Сейчас пока болтали, мне пришел в голову, точнее, в памяти всплыл анекдот, но, на мой взгляд, прикольный. Подходит муж жене и говорит: дорогая, я хочу провести отпуск в Таиланде, как 20 лет назад. Она такая: подожди, насколько я правильно помню, мы женаты только 19 лет. Он такой: ну, в этом-то и вся соль. Ну, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием дам пояснения. Ну а мы пойдем обратно в порт. До встречи в новых роликах. Пока-пока. Летю на рыбалку!